Визит главы МИД Ирана в Петербург является ключевым этапом в пересмотре архитектуры безопасности на Ближнем Востоке. Тегеран представил стратегический план из 3 этапов, который меняет условия взаимодействия с Вашингтоном и переводит дипломатический процесс в закрытый формат. Прямой диалог Москвы и Тегерана в текущих условиях означает формирование единого фронта против внешнего санкционного и военного давления. Исход этих встреч определит вектор международной политики и стабильность энергетических рынков на ближайшие месяцы. Друзья, приветствую! Канал Медиашот в эфире, у микрофона Александр. Подпишитесь, поставьте лайк, а мы начинаем. В Санкт-Петербурге сейчас решается судьба не просто региона, а глобального расклада сил. Глава иранского МИД Аббас Аракчи прибыл в Россию после своих недавних поездок по Пакистану и Оману. Это не просто визит вежливости, а попытка Тегерана создать мощный дипломатический тыл. На столе лежит план из 3 этапов, включающий открытие Ормузского пролива в обмен на снятие блокады иранских портов. По сути, Иран перехватывает инициативу. Пока Трамп в своей манере предлагает Ирану просто позвонить и отменяет визиты своих делегаций в Пакистан, Аракчи в Питере ясно дает понять: время пустых разговоров закончилось. Аракчи прямо заявляет: американцы сами завели процесс в тупик. Основные камни преткновения сейчас – это требования Соединенных Штатов по ядерному досье, которые Тегеран предлагает отложить до лучших времен. В любом случае, в переговорах наметился прогресс. Однако из-за чрезмерных требований и неверных подходов американцев предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей. Чрезмерные требования и неверные подходы. Пока Вашингтон ждет звонка, Тегеран активно использует Исламабад как канал для передачи своих красных линий. Пакистан играет важную посредническую роль в переговорах между Ираном и США. Именно поэтому главе МИД Ирана пришлось экстренно сверять часы с региональными игроками. Ситуация меняется ежечасно. Трамп требует прямых контактов, а Иран выстраивает коалицию посредников. Это подходящая возможность для нас провести консультации с нашими российскими друзьями по поводу событий, связанных с войной, произошедших за этот период и текущей ситуации, а также вместе обсудить последние события. Помимо Пакистана, в деле Оман ключевой игрок в вопросах безопасности судоходства. Позиции Тегерана и Маската сейчас совпадают по главному вопросу. Свобода навигации в Ормузском проливе возможна только без внешнего военного шантажа. Но главный акцент сделан на экспертных консультациях. Тегеран дает понять, что готов обсуждать технические детали, но не под прицелом авианосцев. У нас, Ирана и Омана, во многом схожие взгляды. Мы также договорились продолжить консультации на уровне экспертов. Нам необходимо было провести консультации с нашими друзьями в Пакистане, чтобы обсудить последние события. На встрече с Владимиром Путиным иранская сторона подтвердила: курс на стратегическое партнерство с Россией – это не временная мера, а долгосрочный выбор. В условиях, когда Соединенные Штаты заблокировали иранскую резолюцию в Организации Объединенных Наций, вето Москвы становится для Тегерана золотым щитом. Меня попросили в ходе этой поездки подтвердить, что означают для нас ирано-российские отношения. Стратегическое партнерство на самом высоком уровне. И мы будем продолжать двигаться в этом направлении. Москва и Тегеран фактически объявляют о создании нового полюса силы. Владимир Путин подчеркнул, что Россия делает все для установления прочного мира в регионе. Важный нюанс. Москва получила личное послание от верховного лидера Ирана Моджтаба Хаминеи, что только подтверждает серьезность намерений. Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете. Президент Российской Федерации также выразил поддержку новому руководству Ирана в условиях внешних испытаний. И, конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний, и наступит мир. Дипломатия в Петербурге была подкреплена и личными посланиями от президента Пезешкиана. Хотел бы отдельно вас поблагодарить за то, что направили слова соболезнования в связи с мученической гибелью нашего покойного верховного лидера, а также отдельно поблагодарить за то, что сразу же направили слова поздравления в связи с избранием нового лидера. Верховный лидер, а также наш президент попросили меня передать вам самые наилучшие пожелания. Ключевой посыл Тегерана – система стабильна, а последние военные удары лишь доказали внутреннюю силу государства и неэффективность попыток дестабилизации.
Как вы правильно отметили, всему миру был продемонстрирован тот факт, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог противостоять американским атакам и американской игре. И он выдержит этот период. И завершающий штрих. Прямая благодарность Москве за союзническую позицию в Организации Объединенных Наций и вето против американских инициатив по Ормузскому проливу. Есть такие друзья и союзники, как Российская Федерация, которые в трудные минуты всегда рядом с Ираном. Мы благодарны вам за твердую и решительную поддержку Исламской Республики Иран. По сути, визит Аракчи в Россию показал одну простую вещь. Тегеран не собирается прогибаться под санкции в одиночку. Пока в Белом доме ждут звонка, Иран укрепляет связи в России. И если Вашингтон не снизит планку своих требований, этот союз станет для Штатов главной проблемой на долгие годы. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Александр. Всем пока.